привет! Мы организовываем YouTube-канал вместе с российскими тренерами позитивной психодинамической психотерапии. Мы будем рассказывать с Максимом Чекмаревым, это тренер базового и скоро тренер мастер-курса. Ой, прости уже, поздравляю тебя! И тренер-мастер курса позитивной психодинамической психотерапии. И с Максимом мы в основном будем разговаривать про культуру, про социальность, про наше место в социуме и о том, как это вообще все взаимодействует, что мы можем с этим делать и как мы можем в этом жить. Отлично, ладно. Спасибо, Лена, чудесное представление. Мы говорим про социум, мы говорим про социальный статус, мы говорим про статус некомпетентности. Да, в общем, и там всякие другие вещи с ней связаны. Давай я потихоньку начну говорить, потому что если мы говорим о социальных вещах, для меня это всегда очень такое большое противоречие для работы психотерапевта. Потому что, мне кажется, психотерапевт, он, что бы мы ни думали, он по умолчанию маргинал и антисоциал. Так как мы встречаемся с людьми в наших кабинетах, которые чаще всего имеют проблемы как раз с социальной адаптацией. И каждый психотерапевт встает перед развилкой, перед такой бифуркацией. По сути дела, очень многие школы психотерапии делятся в зависимости от того, как они отвечают на этот вопрос. Мы помогаем человеку адаптироваться к обществу, то есть мы считаем социальные нормы и правила эталоном, и в этом случае цель психотерапии – это адаптация и интеграция в социум. Или же цель психотерапии – это интеграция человека с самим собой, интеграция его противоречивых частей вместе. И в этом случае мы скорее полагаемся на его внутренний мир, как на точку сборки. Это достаточно интересная вещь, которая, эта дилемма была обозначена довольно давно. Мне нравится, как она обозначена Клайвом Стейплзом Льюисом. Льюис задал вопрос, что вечно, человек или общество? И с точки зрения разных культурных и философских систем мы можем ответить снова по-разному. Если мы будем, например, говорить с точки зрения марксизма, то в этом случае общество вечное, а жизнь человека – это совсем такая небольшой временной промежуток, мгновение, который может быть пожертвован ради социального блага. А если мы будем говорить, например, с точки зрения христианства, то в этом случае человек обладает вечной душой, а социальные системы сменяют друг друга. Это дилемма, но никто ее не снял. Если говорить о психотерапии, психотерапия по определению Бьюджентали – это субъективная практика. Это такая наука о субъективности. И если мы говорим о субъективности, то сохранять субъективность значит сохранять человека, его идентичность. Психотерапия, собственно, появилась как средство урегулирования внутренних конфликтов, и эти внутренние конфликты – это конфликты между биологическим и социальным, как говорил Фрейд. Фрейд так это обозначил. Поэтому я думаю, что сегодня в нашем разговоре про социальную некомпетентность мне придется как-то очень сильно лавировать между двумя позициями, между двумя аспектами этого вопроса. С одной стороны, мне придется говорить об обществе, и жизнь в обществе – это одна из человеческих задач. Но с другой стороны, у каждого из нас есть задача жить неплохо в ладу с самим собой. И эти вещи зависят друг от друга. Чем лучше человек живет среди других, тем порой у него лучше отношения с собой, но чем лучше у человека отношения с собой, тем он более эффективен среди других. Если говорить о социуме, о социальном статусе, то позитивная психотерапия, она будет рассматривать его с позиции транскультуральности. Просто потому что социум может быть разный, от культуры к культуре разные ценности и разные формы поведения приветствуются. Кто, например, такой, например, в российском обществе лидер? Это довольно авторитарная фигура, который просто, у нас любят скорее лидера, который говорит вот так и никак иначе, и все готовы следовать за сильной рукой. Это такая мечта по сильной руке. Но если мы будем говорить о другом обществе, тоже иерархично, и его нельзя назвать демократичным, о японском обществе, то там очень часто в управлении есть принцип нэмэваси. Это принцип приготовления корней. Как в бонсае, чтобы пересадить деревце, нам необходимо
корешки подголовья для того, чтобы его пересадить в новую посудину. И там форма управления в том, что я инициативу, конечно, сам как руководитель провел, но я пойду к каждому, с кем я контактирую, и договорюсь, что, как будет выглядеть. Вот. И после того, как мы со всеми договорились, только тогда решение может быть проведено в жизнь. Степень давления может отличаться. И поэтому люди начинают ожидать от себя, и от людей ожидаются разные качества в разных социальных статусах. И порой эти качества противоречат друг другу. То есть, например, я как психотерапевт должен быть эмпатичным. Да? Я должен скорее уметь играть вторую скрипку, первую роль предоставляя своему клиенту. Будучи психотерапевтом, мне важно обладать навыками дипломатии и медиации. И, допустим, я эти качества в себе развиваю. Но как мужчины в нашем обществе от меня, допустим, требуется агрессивность, напористость. Как совместить эти две вещи? Потому что на уровне различных социальных ролей эти предписания существуют. Но для одного человека обладать и теми, и другими способностями может означать суровый внутренний конфликт. Да, потому что мне сложно быть одновременно, допустим, чувствующим и пренебрегающим чувствами других, дипломатичным и жестко утверждающим свои собственные правила. Это не всегда так легко возможно. И вот тут мне кажется, что, по сути дела, абсолютная социальная адаптация ко всем социальным ролям невозможна. Что есть какие-то роли, в которых мы будем успешны, но порой успех в этих социальных ролях делает нас малоспособными выполнять другие функции. Как тогда быть? Мне кажется, что это... И снова я вернусь к теме транскультуральности. Потому что на самом деле от нас не требуется быть универсальными солдатами. То есть если уж говорить о жизни в обществе, то жизнь в обществе – это не жизнь универсального солдата. Мне кажется, это как раз вопросы кооперации. То есть то, что у людей в силу их различных, в силу их способностей, в силу задатков, в силу того, что все мы не одинаковы по факту рождения, формируется некоторая стихийная специализация. Люди, они... Если мы, допустим, начнем наблюдать детей, подростков, которые играют в компьютерные игры, допустим, это РПГ, ролевая игра, и необходимо выбрать персонажа, которым ты будешь играть. И каждый выберет какого-то своего, который будет наиболее полно соответствовать его внутреннему миру. Кто-то выбирает играть воином, кто-то вором, кто-то колдуном, кто-то еще кем-то. И получается, что вот эта функция, она означает, что герой обладает какими-то сильными сторонами, у него есть способности. У волшебника есть способности колдовать. Но это означает, что у него высокая ментальная сила, но физическая сила не очень хороша. А вот воин, например, очень физически вынослив, он очень силен, но он не сможет колдовать, у него нет этой ментальной силы. Да, вор обладает ловкостью, хитрым умом, сообразительностью, но он, соответственно, не колдун и не воитель, другая совершенно функция. Мне кажется, когда мы говорим о людях, то вот эта стихийная специализация, она делает невозможным наш успех во всех сферах, но она делает возможным нам друг в друге нуждаться. Мне кажется, это очень важная вещь, понять, что мы друг в друге нуждаемся именно потому, что мы разные. И эта разность, она может быть источником не только конфликта. Эта разность может быть источником сотрудничества. Просто когда мы говорим о транскультуральном подходе, то очень часто в позитивной психотерапии это понимается как диалог культур или диалог цивилизаций. Но не диалог общества как такого, в котором ты живешь. Да, но одновременно это диалог между обществом и обществом, социальным слоем, социальным классом и другим социальным классом. И в конце концов между человеком и человеком, потому что каждый человек является носителем уникальной культуры. И вот, собственно говоря, здесь мы будем говорить о том, что, по сути дела, каждый человек — это некоторая уникальная цивилизация. И в силу того, что мы прошли свой собственный особенный жизненный путь, это определяет нашу некоторую социальную специализацию.
И в силу того, что я обладаю способностями к чему-то, именно поэтому, скорее всего, я не обладаю способностью к чему-то другому. Да, например, я учился психотерапии, но я не учился музыке. При этом, возможно, у меня есть какие-то способности, ну, способности к музыке. Возможно, есть музыкальный слух, или, не знаю, там, тембр голоса хороший. Но я этого не делал. Я этого не делал там, какое-то количество лет своей жизни. Что, допустим, я обучался довольно долго психотерапии, то есть я психотерапии обучался, наверное, лет Максим, мне 15. сильно хочется, если можно добавить, о том, что даже если у тебя есть несколько талантов, у меня есть ощущение, что нет возможности в нынешнем быстром темпе нашей жизни посвятить им всем столько времени, сколько тебе бы хотелось или сколько необходимо для того, чтобы быть действительно развитым, потому что тебе Точно. нравится. Мгм. Да, мне кажется, это очень ценное дополнение, потому что, по сути дела, нам необходимо совершать выбор. Мгм. И совершение выбора формирует нашу личность. Я хочу провести метафору, наверное, биологическую. Что когда человек начинает свое развитие внутриутробное, да еще эмбриональное развитие, все клетки, они полипатентны. То есть это клетка, из которой теоретически может развиваться любая клетка организма. Да? Может быть, это будет клетка костная, да, это может быть, не знаю, мышечная клетка, может быть, нервная клетка. Но в процессе дифференцировки клетки теряют эту возможность быть всем, но приобретают свойства и возможность функционировать, например, как нейрон или Мгм. как гладкомышечная клетка. Да? Только благодаря тому, что даже на уровне биологии мы осуществляем выбор, мы можем существовать как многоклеточный организм, который является альянсом вот, всяких органов и систем, и каждый из них специализирован. Это на самом деле означает, что транскультуральность в социальном понимании предполагает довольно высокую способность к принятию другого в силу его разности из-за того, что он мне нужен, за счет того, что он отличается от меня. То есть человек нужен мне в силу своих отличий. Это очень Мгм. часто ярко видно в семье. Да? Многие люди создают семейные пары по дополнению. Ну, например, я не общительный, там, не знаю, пусть у меня будет общительная жена. Но потом я буду говорить, какая она болтливая, я хочу остаться в тишине. Ну, подожди, в смысле. Она, похоже, этот самый. Она амбассадор вашей семьи в социальном пространстве. Или, не знаю, там, мне хочется, чтобы мой муж был рациональным там, и стабильным, надежным. Мгм. Итак, это муж с математическим мышлением, не сильно хорошим контактом со своими собственными чувствами. Он их там, скорее, не знаю, там подавляет, редактирует. Если от него хочется романтики, не знаю, там, фейерверков, это, в общем, это он только в большом подпитии, допустим, может, когда все остальные отключены. Да? Невозможно получить все. Да? Есть чудесная русская поговорка о том, что невозможно на Понятно. велосипеде покататься. Да, вот невозможно сделать все. И мне кажется, вот это как раз история о том, что социум, он от нас требует универсальности. Вот в этом, Да. мне кажется, очень большой парадокс вот этого, часть конфликта человек-общества. О том, что социум требует от нас универсальности. С самых ранних лет. В школу дети ходят, математику изучай, русский изучай, литературу изучай, физкультуру изучай, музыку изучай, везде есть требования, везде есть оценки. Мгм. И типа хорошо учиться по всему хорошо. Возможно ли это? Ну, в смысле, вряд ли. Но сама по себе, ну, эпоха, сама по себе система воспитания и образования, она говорит нам, что, ну, мы должны быть таким человеком эпохи Возрождения, ну, типа Леонардо да Винчи. Там все, и художник, там, не знаю, там, и поэт, и изобретатель, все что угодно одновременно. Ну, в общем, это довольно трудно выполнимо, особенно в наше время, которое требует очень часто специальных знаний. Мгм. Плюс вот это как раз, ну, следующий момент, он предполагает то, что, ну, вот общество, оно же еще неравномерно распределяет доходы, да, неравномерно распределяет благо, Да. и И это это не неравномерно, всегда равномерно. да, в смысле, и это неравномерное распределение благ очень часто связано с тем, что, допустим, ну, мы говорим, вот эта часть, не знаю, там, общественной жизни, она продуктивная. Ну, вот, например, не знаю, бывающий завод продуктивный, вот много материальных ценностей. А, допустим, больница убыточная, потому что она не производит материальные ценности, на нее тратятся бюджетные средства. И поэтому работник золотодобывающей отрасли будет получать больше, чем врач. Да, например. Мгм. Вот. Насколько это справедливо, сложно сказать, потому что, ну, на самом деле там один другому нужен.
Да, нам необходимы люди, которые, собственно, задействованы в натуральном материальном производстве, нам необходимы люди, которые задействованы в социальной сфере. Да? Без этого, не знаю, там, без этого невозможно существовать. И здесь мы начинаем говорить, о другой теме, о теме социальной справедливости. То есть, когда мы говорим о социальной компетентности, то здесь рядом находится вопрос социальной справедливости. То есть, когда мы от себя требуем быть универсальным и хорошим во всем, то мы требуем от себя невозможно. Да, мы погружаем себя в конфликт. Но общество нам говорит, давай, старайся. Притом, это касается ведь не только, нормы психической, это касается психопатологии. Ребенок с умственной отсталостью будет обучаться в школе по программе, в которой будут стараться как-то развивать его абстрактно-логическое мышление. Но помилуйте, суть этого состояния заключается в том, что он будет нехорошего в абстрактно-логическом мышлении в силу особенностей развития мозга. И вместо того, чтобы адаптировать его по его сильным сторонам, которые касаются не абстрактно-логического, а конкретно образного и наглядного мышления, ребенок получит очень много активности в том, чтобы пытаться завести то, что не очень хорошо работает. И так, по сути дела, очень часто устроена наша система воспитания. Пестовать то, что дается плохо, подтягивать то, что дается плохо, и игнорировать то, что дается хорошо. И мне кажется, если уж мы говорим, о социальном статусе, мне кажется, социальный статус — это хорошо развитые способности к чему. Да? То есть я тогда успешен, когда у меня есть какая-то часть моей личности, часть моих компетенций, которые хорошо работают, я выбираю развиваться в этом направлении. Мне необходимы и другие компетенции, и другие способности, но они не могут быть все одинаково хорошо развиты. И порой, мне кажется... Я хотела просто добавить к тому, что и несовпадение статуса ведь идет не только потому, что мы не равные, с точки зрения денег, а если взять с другой стороны общество, то скорее общество от нас ожидает того, чтобы мы соответствовали выбранному статусу. Например, ты выбираешь роль руководителя компании, но, к сожалению, ты не тянешь эту роль. Соответственно, твои подчиненные не будут довольны тем, какой ты руководитель. И внутри тебя тогда уже начинают как ответ зарождаться на это, внутренние, конфликты. Возможно, ты изначально, кстати, был к этому готов, я не знаю. Вот тут тоже интересный вопрос для меня. Что первично, что вторично? Мне кажется, что если мы говорим о каком-то статусе, например, руководителя или подчиненного, или специалиста, то в нем еще очень важный вопрос, а какой я руководитель? Потому что существуют разные типы лидерства. А какой я специалист? Потому что, возможно, я не очень хорошо организую, но я могу быть компетентным лидером. Я самый сведущий в этой организации, и я могу, за счет того, что у меня есть сильные специальные знания, руководить тем коллективом, как, я тут самый умный, поэтому я вами руковожу, чего. Есть бывают руководители, которые не обладают высокими специальных знаний, но они отличные координаторы, они знают, кто обладает этими специальными знаниями и знают, кого с кем сводить. Поэтому, мне кажется, когда мы говорим про эти уровни, управляющий, специалистом и тому подобное, то мы в первую очередь ведь должны говорить не только о том, кого куда ставить, а мы еще должны говорить о разной сущности лидерства и о том, что мы должны допускать разные формы. Вот сейчас об этом много начали говорить, начали говорить о разных уровнях организационного развития. Знаменитая книга «Открывая организации будущего» Фредерика Лалу была, которая говорит о разных уровнях развития организационного сознания. То есть, на самом деле, даже в эту сторону начинаются сейчас какие-то движения и поползновения. То есть о том, что требования не универсальны. И мне кажется, это, наверное, такой, важный путь. С одной стороны, конечно, я согласен, важно соизмерять свои способности с уровнем притязаний. Но, во-вторых, очень важно понимать, что уровень, или социальный статус, на который я притязаю, он должен тоже быть индивидуализирован под меня. У меня должно быть право индивидуализировать его под самого себя. И в таком случае я буду не шаблонный руководитель, а я буду руководитель, обладающий индивидуальностью. Я буду не шаблонный специалист, я буду специалист, который обладает каким-то уникальным почерком. Собственно, за это мы ведь друг друга и ценим. За проявление индивидуальности на разных уровнях нашего человеческого бытия. И поэтому здесь, мне кажется, этот принцип транскультуральности, принцип, чем мы похожи, чем мы отличаемся, что мы можем дать друг другу, что у каждого из нас есть естественная потребность получать что-либо и давать что-либо.
И это является отражением очень часто нашей внутренней структуры. Да, кто-то из нас нуждается в чем, но между тем он готов чем-то делиться. Да, например, очень часто люди, нуждающиеся в любви, очень готовы делиться своим страданием. Например, на сцене. Этот человек имеет возможность в таком случае занять ту позицию, в которой он правда может быть публичным, он может делиться своим актерским мастерством и получать удовлетворение самого себя в том, что, в принципе, является для него дефицитарным. Постепенно он может подрастать. Что на самом деле общество дает уникальную возможность нам помогать подращивать потребности друг друга, переопыляться, да, становиться способными быть более гармоничными людьми, не требуя, а развивая друг в друге способности. И вот это, мне кажется, это такая часть такого позитивно-психотерапевтического подхода к лидерству и позитивно-психотерапевтического подхода к формированию команд. Да, когда мы начинаем понимать о том, как в силу жизненной истории человека развивалась его личность, какими способностями он обладает, в этом случае мы можем понимать, через какие способности он может быть присоединен к обществу, чтобы достигнуть максимальной адаптации. Но одновременно нам важно понимать, в каком типе отношений он нуждается, для того, чтобы те его способности и свойства, которые не являются сильными, постепенно подпитывались. То есть, по сути дела, мы начинаем мыслить о человеке с позиции позитума. Он обладает какими-то ресурсами и возможностями, у него есть какие-то определенные дефициты, нам важно адаптировать его через ресурсы, но нам важно помочь ему закрыть эти дефициты, чаще всего не за счет самого себя, а за счет взаимодействия с другими людьми, и взаимодействия с ними он сможет постепенно сам подрастать. И тем самым становиться более гармоничным. То есть общество дает нам этот шанс. Дает шанс переопыляться, дает шанс для совместного роста. Создает возможность. Но чаще всего, когда мы говорим о реальных социальных структурах, они довольно консервативны. Довольно консервативны с точки зрения стиля и стратегии управления. Потому что они больше нацелены не на развитие отдельных членов сообщества, а скорее на ожидание того, что они будут выполнять то, что положено. И вот тут нам важно переходить от той структуры, которая скорее требует от человека стандартов, даже не столько переходить, возвращаться, наверное, потому что вот мы сейчас стандартизируем. У меня там, если посмотреть на пиджаке, там написано, какого он размера. Так ведь было не всегда. Когда массовые армии сформировались, вот тогда, собственно, возникла потребность в пошиве одежды вот такой вот массовой и стандартизированной. А до этого не было. До этого каждому человеку по индивидуальной мерке сошьют его одежду. Мне кажется, нам важно возвращаться. Пусть будут у нас размеры одежды, но логически мы не можем требовать от человека быть функцией. То есть нам необходимо привнести субъектный подход в деятельность общества. Вместо того, чтобы ждать от человека выполнения функций и бытия винтиком в системе, нам важно понимать, что он живой человек, и он обладает какими-то компетенциями, которые укоренены в личностных свойствах. И в этом случае, мне кажется, мы преодолеваем вот эту проблему статусной некомпетентности, потому что мы начинаем понимать, что статус и компетентность совсем не обязательно одно и то же. Да, что когда мы говорим о статусе, мы говорим о положении в обществе, но нам придется понять интим на этой позиции. Но все-таки общество требует соотнесения человека, его статуса внутреннего. Если человек берет на себя этот статус, то статусную роль он требует и от других, отношения к себе. И, возможно, он прав, если он пришел к этому статусу самостоятельно, он вырос для этого статуса, отношения, соответственно, того, какое ему определено, скажем так, обществом. Я тут говорю, во-первых, что здесь начинается еще один момент, да, еще одно понятие, наверное, понятие ответственности. Потому что, когда мы говорим об ответственности, то ответственность — это способность следовать принятым на себя обязательствам. И порой мы принимаем на себя ответственность, на самом деле не чувствуя в себе каких-то способностей. Скорее потому что надо. Или мы оказались в нужном месте в нужное время, или наоборот, в ненужном месте в ненужное время. И в таком случае я начинаю размышлять о другой части, о том, насколько хорошо работают социальные лифты, и почему в обществе многие люди стремятся быть не на том месте, на котором им будет хорошо. Потому что ведь многие люди стремятся, заиметь тот статус, который считается высоким, потому что он престижный. Но это не для него.
И мне кажется, здесь, наверное, такой, ну, как бы, если говорить о разгадке этого вопроса, то тогда нам нужно будет понять, а вообще, ну, как выстроена наша иерархия, какие у нее культурные основы. Да, почему человек, там, допустим, на руководящем звене должен цениться выше, чем специалист. У них, скорее, разный функционал. Это требует порой разных компетенций. Там есть некоторые важные аспекты. Вообще, периодически думать о том, а на основании каких принципов мы строим наше общество. Да? Потому что, да, действительно, люди стремятся занимать какое-то место, которое они могут не соответствовать. Почему? Да, ведь обычно хочется делать то, что, в смысле, то, что хочется, то, что нравится, то, что получается. Иногда, конечно, брать себе роль на преодоление. Но стремиться откровенно к тому, в чем я буду нехорош, придется понимать, какие мотивы человек преследует. И часто эти мотивы связаны с тем, что да, это место, оно социально одобряемо, а другое, которое могло бы быть для него хорошим, социально неодобряемо. Я вынужден выбирать его из-за того, что в социуме неравномерно распределены привилегии, точнее, не столько неравномерно распределены привилегии, а за что-то даются привилегии, а за что-то даются, наоборот, штрафы. Ладно бы, если это были бы просто привилегии. И вот тут мне кажется, что очень многие люди убегают в какие-то статусные должности и держатся за них не из способности, а из желания получить какие-то привилегии и желания не быть в той позиции, которая скорее означает для него социальные риски. Я бы здесь спросила тебя по поводу того, что ты говоришь о распределении привилегий. Это очень интересный вопрос относительно того, как ты вообще понимаешь, как в обществе распределяются привилегии и по какому принципу? Почему мы кому-то, правда, отдаем больше власти, кому-то меньше власти? Например, там певцов, кумиров, условно, да, мы начинаем там боготворить, ходить на концерты, они клевые, замечательные, а тех же дворников мы не сильно уважаем. Вот, ну, я пока не могу на этот вопрос ответить однозначно, да, потому что он связан, это такой вопрос, который вообще касается там, темы моральной философии, социальной справедливости. Есть чудесная книга у Майкла Сэндела, она, собственно, называется «Справедливость». В ней довольно много информации вот об этом вопросе, о том, что наше общество порой произвольно, распределяет благо. Это такая так называемая дистрибутивная справедливость, что есть разные способы распределения блага. И общество выбирает разные способы распределения блага, исходя из того, что считается достойным, что считается правильным, что считается более сложным, что считается менее сложным. Это такой подход, я бы, наверное, назвал его эволюционным. Да, что, допустим, возможно, сейчас для нашего выживания социального какие-то роли важнее, да, какие-то роли можно считать менее важными. Или, например, для социального успеха или для социального прогресса. Но если мы рассматриваем все общество в целом, то начинаем понимать, что роль каждого человека, который в этом обществе находится, она оправдана. И дворник нам очень сильно нужен. И он нужен, возможно, не меньше, иногда больше, чем, чем певец. Так легко на этот вопрос, опять же, еще раз повторю, не ответить, просто потому что он связан с тем, какие ценности мы закладываем.